Ну что, признавайтесь, хотите взглянуть на дачу Медведева? Чувствую, что хотите. И я, честно говоря, сам ужасно вам хочу ее показать, потому что Медведев, он премьер-министр правительства России и лидер партии «Единая Россия». И сейчас идет на выборы во главе этой партии, агитирует за себя, обещает много чего. Только почему-то он забыл показать народу свою дачу. Но он забыл, а мы не забыли. Собственно, про то, что называется дача Медведева, известно уже несколько лет. Это огромная резиденция рядом со старым русским городом Плес в Ивановской области. Журналисты писали про нее еще в 2011 году. Про нее в Википедии написано, но фотографий никаких не было, ни одной фотографии, потому что подобраться никто не мог. И это совсем не удивительно. Вот посмотрите, каким 6-метровым забором она окружена. Любой подход и подъезд к этой резиденции ограничен не только с земли, но и со стороны реки Волга, к которой она примыкает. Сам Медведев здесь бывает довольно регулярно, и на яхте сюда на своей приплывал, и даже по инстаграму лидера «Единой России» можно это определить. Вот смотрите, вот фотография с грибочками, а дальше смотрим, где она сделана. И по геотегу видим, что именно там, в резиденции в Плесе. Ну что, нам осталось самое легкое – перебраться через этот самый 6-метровый забор. Для военно-космических сил Фонда борьбы с коррупцией эта проблема не составляет никакой, поэтому впервые полет над тем, что журналисты называют дачей Медведева. Залетаем мы со стороны Волги и сразу видим частную пристань и два судна на воздушной подушке. Они здесь находятся круглосуточно при этой резиденции. Здесь же заканчивается склон для катания на горных лыжах. Мы видим два дома, и так и хочется сказать: ой, да они совсем небольшие, но не спешите, основную резиденцию вы увидите в конце. А это, судя по всему, гостевой дом, ну или какой-то дом, построенный рядом с лыжным подъемником. Смотрите, это станция спецсвязи. Мы каждый раз видим такие на участках всяких высших чиновников. Вот знаменитый 6-метровый забор. Вот тут вот так и хочется сказать, а это задняя часть резиденции, где есть теплицы, дома прислуги и все такое. Но на самом деле по документам резиденция заканчивается аж вот там, на горизонте у границы дальнего леса. Гостиница для персонала. Снова станция спецсвязи. А здесь мы видим две вертолетные площадки. Всего их в резиденции 3 штуки, как в знаменитом Путинском дворце в Геленджике. И вот мы подлетаем к главной части всего имения. Видите, здесь даже такой небольшой заборчик есть, который ограждает ее от остальной части. Историческая усадьба Миловка 1775 года постройки, только новенькая и отреставрированная. Домик для уточки. Поворачиваемся и видим два гостевых дома, один из которых с таким хитрым каскадным бассейном. Сейчас вы его увидите. Видим вдали еще один дом на берегу и летим к нему. Это у нас дом с бассейном. Деталей мы не знаем, но по документам он значится именно так. Бассейн должно быть довольно большой. Ну вот здесь у нас Русь и бескрайние просторы. Снова 6-метровый забор, ограждающий Русь от Дмитрия Медведева. Ну или Дмитрия Медведева от Руси, чтобы там ему по шее не надавало. Летим назад. Общая площадь резиденции более 80 гектаров. Это почти как 3 Кремля, ну или 30 красных площадей. Ее рыночную стоимость мы даже и оценить не можем. Реконструкция старинной усадьбы, несколько домов, бассейны, гостиница, лыжный склон, подземные объекты. Мы предполагаем, что возвести такой комплекс стоит не меньше 25-30 миллиардов рублей. Вот, кстати, доска для гигантских шахмат. На ней и сам Дмитрий Медведев может быть королем и крушить непокорные фигуры. В общем, тут привольно и прекрасно. Наверное, очень хорошо думается. И именно здесь Дмитрий Медведев изобрел свои лучшие крылатые фразы вроде: «Подержите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».
Вам, наверное, очень интересно, кто же оплатил всю эту радость. Одно можно сказать точно, Медведев этого не делал. Усадьба находилась в собственности сначала одного фонда под названием «Дар», и он тесно связан со Светланой Медведевой, а даже наблюдательный совет этого фонда возглавлял однокурсник Медведева Илья Елисеев. По информации СМИ, щедрую сумму в 30 миллиардов рублей некоммерческому фонду отстегнули акционеры газовой компании «Новатэк» Симоновский и Михельсон. Вот на эти деньги фонд и купил историческую усадьбу, реконструировал ее и построил все, что вы видели. Через месяц после объявления знаменитой рокировочки в 2011 году Плесскую усадьбу передарили. Сегодня она принадлежит некоммерческому фонду по сохранению историко-культурного наследия. Вот таким вот интересным образом сохраняют российское культурное наследие. За 6-метровым забором, с охраной ФСО и спецсвязью. По выходным и праздникам культурное наследие охраняет лично премьер-министр России. Является ли это все коррупцией? Ну, конечно, является. Как и большинство тех делишек, которые делают Путин, Медведев и их партия «Единая Россия». И не зря сейчас Медведев выступает первым номером в списке этой партии. Но вот посмотрите сами. Вот так выглядит дача канцлера Германии Ангелы Меркель. А вот так дом бывшего президента США Билла Клинтона. Сравнили с медведевским? А теперь давайте сравним минимальные зарплаты. В России это будет 7500 рублей, в США 82 тысячи рублей, а в Германии 107 500 рублей. Странно получается. Наша страна бедная, а ее руководитель живет в 300 раз роскошнее, чем лидеры богатых стран. И вся эта коррупция становится возможной благодаря тем, кто голосует за Единую Россию. Поэтому не будьте такими людьми. Если вы все-таки пойдете на эти выборы в ближайшие выходные, то обязательно проголосуйте против Единой России и сагитируйте как можно больше знакомых сделать это. По телевизору дачу Медведева вам, конечно, не покажут, поэтому мы будем вам очень признательны, если вы поучаствуете в распространении вот этого ролика. Не забывайте подписываться на наш канал, здесь говорят правду.